Север, север, все говорят. Холода, на юге жарко, на юго-востоке. Посмотрите, какая погода. Январь был, февраль теплый, январь был очень холодный, февраль был теплый, но ветреный. А сейчас март. Ветрище дует, прохладно, небо закрыто, сахарская пыль. Сейчас опять предупредили, что будут в ближайшие дни где-то дождь, где-то град, где-то ветер. Мы хоть и едим мороженое, но холодно. Нам очень холодно. 14 градусов, бывает 13 градусов. Я не хочу на север переезжать. Не пишите. Не хочу. Все здесь есть. Зима бывает очень холодная, дождливая, ветреная, снежная. В этом году я находилась в теплых одеждах, в теплых сапогах, в куртке, в шапке, в шарфе в теплом. Насладилась полностью. Еще, кстати, сейчас вот март, и все равно еще ветрено. Сейчас я вам покажу, какие большие волны сегодня у нас на море, какой ветер. И сахарская пыль обещана на ближайшие дни. Даже где-то, говорят, пройдет град, дождь. В общем, хорошая зима, холодная, прохладная. Март месяц. Казалось бы, весна. А в провинции Аликанте сегодня такое ветрище, что сразу вспоминаешь, календарь это одно, а природа это совсем другое. Солнце сегодня не светит по-испански. Небо вовсе не голубое. И завтра тоже. Пальмы на месте, но их шатает страшно. Воздух с пылью сахарской уже ощущается. Машины такие немного в капельках пыли. Но знаете, в этом есть какая-то классная вещь. Вроде бы весна сюда не врывается, хотя вот там уже желтые цветочки цветут. Чувствуется, что весна, и много цветов, и сады цветут, мы показывали, но классно, что можно выйти к морю, вдохнуть свежий воздух. Правда, он сегодня с пылью, и почувствовать, что вот такая она классная погода. И не жарко, и бывает ветрено, и холодно, и зима есть зима. Не перееду на север, ни за что. Уже ждем лета, хотим погреться. Дома у нас хорошо, уютно и тепло. Вот, поэтому все нормально в этом смысле. Сейчас такая влага чувствуется, идет. И вот видишь, большие, огромные волны. Все ушли яхты, ни одного корабля не видно на горизонте. В общем, спортсмены бегают как-то так классно, здорово. Вы думаете, это мы не мыли машину или где-то в полях ездили? Нет. Это сахарская пыль, как раз которую обещали. Но она еще впереди, самая такая. А это вот уже прошли пылинки, или что-то покапало. И вот такой у нас чистенький, мягко говоря, капот. Видите, вот это пыль из Сахары. И вот здесь есть один момент, о котором обычно не говорят. Если в доме у вас нет средства обогрева, то будет, конечно, влажно, сыро, холодно. Поэтому тут нужно иметь средства, которым греться. Например, кондиционер на тепло. И совсем недавно вот мы увидели, что соседи наши, шведы, они устанавливают такой кондиционер. Но удивились очень, спросили, а как же вы раньше-то жили? Но они говорят, что мы приезжали только в те месяцы, когда, наоборот, лето и хотелось погреться, да, Алёша? Когда хотелось погреться, а сейчас они уже переехали так с мотоциклом, чтобы пожить. И теперь вот они ставят, потому что у них прохладно было. Поэтому, если нет таких средств обогрева, то в доме может быть и сыро, и холодно, и придется как-то так вот мерзнуть. Потому что здесь такая вещь, о которой иногда не говорят, что все-таки здесь зима, есть зима. И ветер есть, и холод. И даже иногда выпадал снег. Редко, но такое бывало. А вот это желтое, это то, что называется весна на нашем побережье. И вот мутность сегодня вот такая. Это тоже, это не облака, это та самая пыль, которая вот висит такой взвесью на небушке. Вот такая у нас сегодня погодка.